16+. Привет, мои милые птенчики! Вы на канале Red Hyena, и с вами снова я. И как я и говорила в прошлом видео, где мы полностью по пунктам вынесли вердикт Resident Evil 5, опираясь на объективные оценки, ссылочку на видео вы можете посмотреть в описании, либо во всплывающей подсказке. Итак, как я говорила в прошлом видео, сегодня я вам покажу, святая святых, свою статистику за все время прохождения Resident Evil 5. Кстати говоря, прохождение Resident Evil 5, где я подробно, подетально разбираю сюжет и геймплей вместе со всеми особенностями игры, вы можете увидеть в этом плейлисту, который сейчас выпадет по подсказочке. На случай, если вдруг вы их пропустили или хотите освежить в памяти те самые моменты, из которых и сложилась эта статистика, которую мы сегодня с вами будем разбирать. Кстати говоря, прежде чем мы продолжим, сделаю маленькую ремарочку, что пару лет назад мои старые облачные сохранения в Steam решили совершить цифровой Роскомнадзор и стерлись под ноль. Возможно, кто-то тоже с этим сталкивалась, знаю еще несколько человек, у которых также покосились сейвы в Resident Evil 5. Почему это произошло, загадка? Вроде бы никто за это не брал на себя ответственность, но факт остается фактом, поэтому сегодня мы смотрим на те старые данные, которые мне удалось, которые я успела сохранить, которые я успела записать когда-то давно. Итак, без лишних слов, приятного просмотра. Играла я в 5-й Resident как с партнером, так и в одиночку, как в стимовскую версию, так и в оригинальную не стимовскую версию, как на компьютере, так и на консоли. Но сейчас мы посмотрим именно на статистику по компьютеру за 2000... Сейчас скажу... Это, по-моему, 2020 год, если мне не изменяет память. 2019-2020 год, да. Так, ну, во-первых, сразу играла я только на ветеране и профи. Дилетанта и бойца я всегда почему-то обходила стороной, но в это прохождение, которое у нас скоро состоится, я это исправлю и пройду игру на всех сложностях. Не знаю зачем, просто чтобы было. Итак, в первой главе, глава 1.1, КПП. У нас, конечно же, тут сами видите, что происходит. В принципе, я делала гайды на получение всех этих ачивок. Так, ну тут у нас на профи Ашечка, на главе 2.1. На главе 3.3 у нас тоже Ашечка на профи. Так, это странно. В главе 3.1 тоже Ашечка, интересно. Забавно, что я не стала перепроходить на Эсочку. Ага. Значит, 5.3 тоже у нас Ашечка была в старом сейве, и я это не переделывала. Любопытно, любопытно. Но в любом случае, как вы видели, у меня все равно были открыты все бонусы. Вся библиотека. Ну, вот так вот выглядело мое снаряжение под конец вообще от этого старого прохождения. Да, у Криса было только вот это. Как у моего напарника, который не человек, а бот. Да. В основном я играла за Шеву, само собой. Ну, блин, за кого же еще? Да, это были мои любимые пушечки, особенно с Магнумом я любила бегать. Также мне нравился лук. Лук со стрелами. Кстати, в этой игре он прям вообще роскошно сделан. Ну, точнее, настроен стрельба. Стрельба просто отличная. Да, вот так вот выглядел весь мой инвентарь в тот момент. Сейчас он выглядит, конечно же, иначе. Я, конечно же, покажу, я все покажу. Да, тут у нас вообще все есть. Целая куча рокет-лаунчеров, само собой, гранатомет, имба. Станроуд, гатлинган, лук, гранаты вообще все. Все яйца, и, кстати, можно кидать
Недавно заходила на один из форумов по Resident Evil и выяснила, что, оказывается, некоторые люди не знали, что, оказывается, яйца можно кидать, а не только есть. Сокровища, вся коллекция была собрана. Сейчас у меня не вся коллекция, буду пересобирать, само собой. Да, вот так вот выглядит вся коллекция. Кстати, так забавно, что некоторые люди золотую маску племени Индипия, маска солнца, называют золотым мишкой. Чтобы понять, что за золотой мишка, мне потребовалось 5 лет. Красота. Ну и, конечно, бэтплаг Вескера, само собой. Завершает всю эту коллекцию. Бонусы, само собой. Все у нас тут уже готово. К сожалению, так как я начала по новой играть, мы не можем увидеть все эти бонусы, то есть как их получать. Но я, кстати говоря, это я не стала покупать, ибо нафиг надо. Все равно этим не пользуюсь. Но тем не менее, это все тоже у меня есть возможность купить, все это есть. А вот это вот у нас, по-моему, дешевая дискотека, да. Фу. Да, это за эмблему мы получаем. Дополнительное содержание. Ну, это весь список, весь перечень. И теперь зайдем в наши записи. А в записях у нас статистика. Общая статистика: процент прохождения 50, эмблему BSA 30, спасение от врага 149 раз, реанимация 232 раза была проведена мной, игр по сети вот такая вот куча. Оружие у нас вот столько раз было использовано, ну, точнее говоря, врагов повержено. Точнее говоря, подожди, стоп, что это значит X? Так, Capcom, блин, какие-то со странностями. Что-то не понимаю. Что этот X значит? Это типа сколько раз я использовала? Ну, я так смотрю, что рукопашный бой эффективнее всего. Господи Иисусе. Какие же эти оружия, большинство из них бесполезные. То есть это столько пуль мы выпустили, и по итогам всего лишь столько врагов победили? Офигеть, тут у нас еще и вот такой счетчик есть. Я, блин, даже не знала, если честно. Я только сейчас это поняла. Блин, круто. То есть тут еще есть лимит по убийству с определенного оружия. Ну, конечно, блин, игра для маньяков настоящая. Да уж, и это наш герой Крис Редфилд. Самурай Эйдж. Точность. Попадание в голову 0 было Самурай Эйджа. Фантастика. Тут уже получше, да. Вот такой у нас процент. Гранатомет, попадание в голову 0. Да, этим тоже можно попасть в голову. Ну, тут все понятно. Это само собой винтовка. Китлаунчер 0. Да, вот столько голов я сшибла. Голов, точнее, я сшибла с Магнума. Я им почти не пользовалась, так что нормально все. Неправда, я попадала в голову с лука. Дурацкая игра, она обманывает вас, не верьте ей. Даже, видите, с пулемета попадала в голову, а с лука и тем более. Вы же сами видели, как бошки разбивались. Вот так вот. Капец, блин, игра настроена на убийство. Осуждаю. Тут, кстати, можно посмотреть локализации названий всех этих существ. Надо будет потом на английском посмотреть такую статистику.
Да, куриц мы тоже убивали. Каюсь. Если что, крыс убивала не я, это все делал... Ладно, на самом деле это я сделала. Но всех остальных в основном, да, убивал Крис. Осуждаем Криса, так что полностью осуждаем Криса. Ирвина 5 раз убила. Это типа 5 раз я прошла игру, получается. Всего. А погоди, а почему Ю8? А почему? А подожди, а почему? А почему? Подожди, а почему? Я одного только окуня Неправда! Ну, это типа, кто сколько раз меня убил. Больше всего, конечно, городские маджини меня наказывали. Ну, палач. Кстати, тоже частенько, что забавно. Вескер, да, наказывал меня много, потому что я над ним жестко издевалась. Цефала, конечно, да. Красные палачи, я напомню, находятся у нас в наемниках. В тюрящей конкретно. Зендесу было жестко, потому что квиктайм-ивенты. Я не сильна в них. Гигантские маджини лохи на самом деле. Вот так вот. Кстати, а Ирвин меня убивал? Джилл убивала, да, само собой. Так, а Ирвин-то? Ирвина нет в этом списке. Ирвин не подвел, ни разу меня не убил. Лапочка. Так, ну это понятно, на это можно даже не смотреть. Тут вообще читеры в себе все понакручивали, непонятно только зачем. Фу, осуждаем. Наша библиотека, само собой. Обязательно надо посмотреть. Или нет? Там, походу, не будем ее смотреть. Смотрите сами. Ну или, как говорил Рейнард Фишер, спрашивайте у Ирвина. Все, на выход. В следующем видео я зачитаю для вас базовые файлы, которые почему-то многие из вас пропускают при прохождении. Итак, чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Не забывайте также ставить лайки и писать комментарии, чтобы это видео увидело больше людей. Спасибо за просмотр и веселого прохождения! Пока-пока!